SmartCast об актуальности данных. То есть мы помогаем бизнесу всегда показывать актуальную информацию своим пользователям. Вам Хорика приходит, говорит, нам нужно подключить, меню показать. У вас есть какие-то шаблонные темы, например, он там просто вводит меню, и вы показываете. Такого нет? А ты чем занимаешься? Ну, сам не сможешь, что ли? Эти привлеченные деньги все еще остались или они уже закончились? Я эту цифру не могу назвать. А чем пользуется KFC? Мы LED-экран поставили, у нас решение, получается, не сработало там. Помимо этого, получается, что... Так, вырежите здесь, с этим Хорезми, помните, да? То есть, хом-видео залили. Общественный транспорт. Кстати, у нас система очень безопасна. Они взяли японский телевизор Toshiba, открыли его, внутри поставили китайскую приставку туда. Внутри телевизора? И продали русским, получается. Это надо сделать. Вырезать. На самом деле, вот знаете, мы общались со многими стартапами из финтеха, из там ритейла и так далее, но этех продуктов мы еще не видели. Ну, спрос есть, если раз уж спрос есть, надо делать. Всем привет! С вами снова Умед, и это очередной выпуск нашего подкаста про успешные стартапы Центральной Азии. Наш сегодняшний гость Руслан. Руслан, добро пожаловать. Здравствуйте. Руслан, давайте начнем с такого интересного вопроса, который мы всегда начинаем. С чего все началось? Так, ну, я расскажу, наверное, про своего брата, да, то есть у меня брат занимается, то есть предоставляет IT-аутсорсинг услуги многим компаниям, то есть у него больше 100 компаний, и ему как бы все обращаются с разными IT, то есть проблемами, да. Один из его клиентов сказал, что у них есть проблемы с управлением мониторами. И он это на заметку взял, и по разработке программы обеспечения он всегда мне обращается, да, получается. Он мне один раз сказал это. Потом в следующий раз еще кто-то спросил у него такое же решение. Потом он опять мне сказал. То есть таким образом несколько раз было обращение, и потом я подумал, а что если создадим такой продукт, решим этот вопрос комплексно, да, всем решим этот вопрос. И вот таким образом мы решили разработать платформы онлайн, которая дает возможность управлять медиаконтентом на экранах. А что за компания у брата, чтобы мы там, может, кому-то понадобится? Брат, привет. Компания его называется Innova Networks. Касательно вашего проекта, то есть помимо того, что он показывает, как он показывает именно рекламу на мониторах? Ну, смотрите, мы занимаемся, ну, я еще раз хочу сказать, что это такое SmartCast. Да, SmartCast – это, получается, первый стартап-проект в Узбекистане, который занимается управлением медиаконтентом на экранах. То есть мы предоставляем платформу бизнесу, чтобы они могли управлять своим контентом на своих торговых точках. Как это происходит? То есть они устанавливают приложения на телевизоры. То есть в данном случае многие бизнесмены используют телевизоры как мониторы, допустим, да, то есть телевизоры. Это должно быть Android, да, ну, на сегодняшний день это Android. И потом мы также предоставляем личный кабинет, где они могут добавить это устройство на их личный кабинет и спокойно управлять медиаконтентом. Например? Если взять ресторанный бизнес, да, или сеть ресторанного бизнеса, вы должны, допустим, показывать менюшки ваши, да. Ну, как они сейчас на сегодняшний день делают? То есть с помощью флешки. То есть, самый яркий конкурент. Да. В чем неудобство флешки? Это получается, они должны, во-первых, телевизор находится высоко очень, да? Нужно сначала подняться. Это, ну, то есть вытащить флешку. Потом маркетолог или дизайнер им скидает новый дизайн. Они должны загрузить этот файл на флешку, открыть. Это тоже занимает определенное время. Потом дальше обратно встать и поставить флешку. И таких телевизоров перед кассой где-то 4, да, там. И еще есть внутри помещения, где посетители сидят. То есть вот проблема, да, если так взять. И тут SmartCast, получается, один человек, не выходя из офиса, может управлять контентом на этих устройствах. А как его устанавливать? Сейчас, если на это Android-платформе у них телевизор, то они заходят в Play Market, устанавливают приложение. Регистрируются и все. То есть один раз они сделали, и все. Там постоянно меняется. Я помню, в аэропорту Шымкента
прям жестко нагруженный аэропорт, и там чувак там со своей штучкой ходит и флешки там меняет, потому что там же должны рейсы показывать, что, как, почему. И там не было, да, такая жесткая проблема. Сейчас где и как вы работаете? То есть я имею в виду, с какими клиентами вы работаете на рынке? У нас на сегодняшний день большую часть наших клиентов составляет это хорика, рестораны, кафе. И дальше у нас, допустим, учебные центры есть, которые используют наше решение, там университеты. Какие именно? Ну, на сегодняшний день American University of Tashkent, Инха университет использует, да. Мы также сейчас на свой университет, то есть ТАТУ, я заканчивал ТАТУ, я им тоже предложил, они тоже об этом сейчас думают, ставят мониторы. Сейчас логистика компания, которая занимается диспетчерскими услугами, находясь в Узбекистане, то есть они тоже купили наше решение. Для чего это нужно? Им нужно показывать всегда погоду, да, то есть диспетчерам, какая погода в Америке, да. И также апдейтить информацию про результаты диспетчеров, да, то есть у них план, факт, сколько грузовиков они обработали, да, то есть статистику показывают по каждому сотруднику, то есть, а там это как бы мотивация. Человек видит, что его друг там делает хороший результат и тоже старается делать лучше. Какой-то рейтинг-система. Да. Ну, они сами это ставят. То есть у нас есть возможность, помимо картинок и видео, еще поставить ссылки на, допустим, Google Sheet, да, допустим, может быть, да, то есть, или же там на YouTube, может быть. То есть они ссылку ставят на Google Sheet, там информации нет, и у них показывает информация, допустим. Тоже дальше, ну, производство тоже, да, то есть, допустим, у нас в текстиле это поставили. Текстиле для чего? Тоже есть у них, получается, несколько рядов, да, по швейке. И они перед каждым рядом поставили телевизоры. Тоже они ставят, допустим, план, табличка там план, первый столбец, потом фактически, сколько они сделали. По часам они будут информацию обновлять, и всем эта информация видно. И дальше даже на половине экрана показывается, как нужно шить вообще там, техника вот это. То есть это тоже один из областей применения. А также рекламное агентство, конечно. Так, интересно. А хорика вы не сказали, с кем именно сотрудничаете? Первым клиентом был Белиссимо. Это один из самых крупных и больших первых клиентов. Пиццерия, да. У них больше 60 филиалов по Узбекистану. В Казахстане еще они открылись. Они очень быстро развиваются. И у них больше 400 телевизоров. 400 телевизоров на базе SmartCast. Да. А помимо Белиссимо? Фидап. Тоже Фидап. Сейчас ведем переговоры с Охты Палаваш. Перфетто, ну, много их. Сколько в целом у вас на данный момент партнеров для подключения есть? У нас больше 28 уже, да, вот, на сегодняшний день. И по последним данным, которые я посмотрел, и больше 1000 мониторов уже. Больше 1000 мониторов. Хорошо, мы сейчас вернемся к цифрам. Это нам очень важно рассказывать о цифрах тоже. Касательно роста проекта. Вы единственный, получается, фаундер, или у вас несколько было в начале проекта? С самого начала у нас было несколько человек, то есть, и плюс после инвестиции еще один появился. Как? Это Aloha Ventures, получается. То есть они инвестировали в нас, и тоже они являются участниками. Сколько человек начал? У нас сейчас 3 человека и одна компания, то есть Aloha Ventures. То есть 3 человека – это разработчики все? Нет, один из них, как вы поняли, наверное, брат. Так, со своей компанией. Нет, он сам, получается. И мой бизнес-партнер Александр. Вы, ваш брат и Александр. Да. Плюс Aloha Ventures. Как вы начинали? С чего это все, получается, после того, как идею вам дал брат, как вы пришли к этому? Вы где-то работали, над чем-то работали, потом перешли? Да, у меня была как бы основная работа. То есть после того, как я идеей загорелся, прям, мне на самом деле нравится создавать что-то. Ну, свободное время от основной работы мы собирались с ребятами, получается, и даже я брал отпуск, да, то есть от работы, основной работы, чтобы разработать эту систему. То есть, получается, вы там где-то работаете стабильно, получаете зарплату и так далее, и в какой-то момент вы начинаете гореть этой идеей. Да. Как это произошло? То есть, на самом деле, вы семьянин.
У вас дети есть? У меня двое детей. На работе есть какая-то стабильность. Уйти в стартап – это очень сложно, потому что это прям неопределенность. Как вы решаете бросить работу и уйти в стартап? Насколько эта идея загорелась вам? Что именно дало вам понять, что вы заработаете? Я занимался, получается, разработкой и видел многие идеи. То есть, когда вы разрабатываете, всегда изучаете какую-то предметную область, да? То есть, всегда вот, получается, я делал проекты, и у меня всегда, вот после того, как успешно мы делаем проект, у меня было желание всегда сделать что-то свое. То есть, создать свой продукт, чтобы я работал над своим продуктом. То есть, это все копилось все это время. То есть, я всегда делал для кого-то продукт. Теперь наверное, моя очередь сделать для себя проект. То есть это все связано, да, было, я думаю. Появился момент, когда вот есть идея, есть желание сильное, да, и вот это все как бы скопилось, и я решил это сделать. Ваш проект существует в течение последнего года. Но мы на самом деле разработали MVP в 2022 году, получили инвестиции в 2023 году, это получается в конце декабря, и Ровно год официально, назад. да, мы официально зарегистрировались, получается, в 2023 году, 27 декабря, получается. До получения инвестиций у вас был трекшн или там какие-то клиенты были уже? Да, у нас был Белиссимо и одно рекламное агентство. Уже был трекшн. То есть, получается, с трекшеном вы пришли в Алуха. А что с Алуха было? Сказали, что какую-то программу проходили. Да, мы когда обратились в Alpha Ventures, они сказали, что для того, чтобы получить инвестиции, они нам предложили пройти программу акселерации, да, чтобы мы друг друга поближе узнали. Вот. 4 месяца длилась эта акселерационная программа. Я там получил очень много знаний. Там был трекер, да, там из Казахстана. Тоже она нам очень сильно помогала тестировать нашу гипотезу, лучше понимать нашу целевую аудиторию, да, то есть благодаря за это Alpha Ventures, Alpha Lab. Lab, Alpha Lab. да, вот. И после того, как успешно прошли, был демо-дэй, где мы презентовали наш как бы проект перед инвесторами и Alpha Ventures. Вот тогда мы 3 проекта прошли, получается, демо-дэй. Это был Point AI, Oshmi и мы, получается. 3 проекта получили сертификат на получение инвестиций. Дальше. После этого мы обсуждали, то есть нашу оценку и часть доли, да, сколько они хотели бы. И мы договорились и получили инвестиции. Как вы оценили проект на 750 тысяч долларов? Это почти миллион. Мы оценили, получается, исходя из МРР, конечно, потому что мы получили 2 транша, да, то есть при оценке 500 тысяч мы получили сначала 30 тысяч, а потом поставили KPI, и после завершения KPI это получается 750 тысяч. При оценке 750 тысяч получили еще остаток 40 тысяч. В итоге 70 тысяч при оценке 750 тысяч долларов. У вас ранее вы стартапы не делали? Нет, это мой первый стартап. Какие чувства были после того, как вы получили 30 тысяч долларов от венчурного инвестора? Мы с командой радовались, конечно. То есть мы сами еще раз убедились, что наш проект реально интересный и может решить проблему у многого бизнеса. И мы еще стали увереннее и начали двигаться вперед. С какими сложностями в течение, то есть до получения инвестиций, вы уже при получении инвестиций подтвердили вашу, грубо говоря, гипотезу, то, что идея работает. Если нам, то есть, прошли акселерационную программу, подтвердили, клиенты есть, значит, идея работает, мы двигаемся дальше. Нам еще дали деньги, мотивация повысилась, значит, идем дальше. С какими трудностями в течение этого процесса, с момента создания до момента получения инвестиций, вы сталкивались? Проблема была с продажами, конечно. То есть, потому что я, получается, мой бэкграунд – это чисто разработка, да? То есть, я интроверт человек, мне нужна была помощь в продаже. То есть, вот, мне помогли, мой друг, получается, то есть он нам объяснил, как нужно это правильно поставить, то есть с чего начать, какой план поставить, как нанимать людей. Вот
именно в продажах у нас были сложности. Это является основной частью бизнеса, да, то есть стартапа. И вот трудности были в основном в маркетинге и продажах. А как с флешками вы сейчас конкурируете? Флешками? Если будем сравнивать с флешкой, то есть тоже неправильно, я считаю. То есть мы, SmartCast, об актуальности данных. То есть мы помогаем бизнесу всегда показывать актуальную информацию своим пользователям. В режиме реального времени. В режиме реального времени. Мы комплексно подходим к этому решению и пытаемся решить задачу у бизнеса. То есть, допустим, мы предоставляем Content Management System, но другая проблема, кто делает этот контент. То есть, понимаете, то есть у нас другая проблема выходит. То есть мы вроде бы представляем платформу для управления медиаконтентом, но у многого бизнеса нет человека, кто бы делал этот контент. А как вы решаете это? Мы теперь сами предоставляем такую услугу. Да, то есть во время маркетинга, то есть мы начали запускать таргет, да, из креативы, и нам начали люди звонить: алло, ассаламу алейкум, окей, дизайн меню кывераслама. То есть мы потом начали эти услуги оказывать. То есть мы поняли, что на рынке есть такая проблема. То есть если мы эту проблему не решим, мы не можем дальше продвигаться, потому что, чтобы продать наш основной проект, нам нужно дополнительную услугу делать. Понимаете? И после этого начали, опять же, обращаться люди: ассаламу алейкум, монитор кывераслама. И мы начали оказывать услугу об установке по мониторе. Монитор. То есть мы сейчас, поэтому я говорю, нас не нужно сравнивать с флешкой, получается, мы больше, то есть мы комплексное решение предлагаем нашим клиентам. Вы устанавливаете мониторы, вы делаете креативы, и вы помогаете управлять этими креативами. Да. Помимо этого еще что делать? Креатив, конечно, это громко сказано. Мы в данный момент помогаем делать менюшки, получается. Дизайн. Дизайнерские услуги, да. Да. А помимо этого? Это... Саппорт? Да, и сопровождение. Да, сопровождение. То есть мы со всеми нашими клиентами, когда возникают у них проблемы, мы оперативно им отвечаем. Даже если их специалисты не могут решить, это в большинстве случаев происходит. Это как? Это тоже одна из проблем, кстати. То есть мы предоставляем вроде бы платформу для управления контентом, но нету человека, кто бы этим занимался. Иногда нам самим приходится это делать, понимаете? А также нету у них IT-специалистов. Иногда затрудняется источник поменять, просто HDMI 1. То есть потому что не все телевизоры, да, тут возникает другая проблема, то есть не у всех есть смарт-телевизоры, да, то есть это наша программа для смарт-телевизоров. А там, кстати, нужно будет TV-боксы либо приставку, то есть поставить, который на смарт-приставку, да, получается. Вот тогда нужно будет телевизор включить и поменять вот этот источник, да, то есть иногда вот с этим даже не справляться, мы... Консультационные еще услуги. Помогаем дальше, да. Сейчас, получается, вы практически 4 направления, грубо говоря, предоставляете. Сколько человек над этим всем работает? У нас в команде 12 человек. Так, среди них есть команда разработки, то есть команда администрации, то есть и продажи, и маркетинг, получается. Получается, 12 человек сейчас работают над всем этим. А сколько на данный момент зарабатывает проект? Так. Хороший вопрос. МРР. Последним отчетом 6 тысяч где-то сейчас МРР. 6 тысяч в месяц? Да. А расходов? Расходов намного больше. То есть, получается, когда примерно вы еще не вышли в плюс? Да. Если взять комплексно всю вашу команду, вы еще не вышли в плюс. Когда вы планируете выйти? То есть, когда по прогнозам? По прогнозам уже в начале следующего года. Начало, то есть, это, наверное, за январь-февраль, я думаю, что мы выйдем. Вот когда вы идете к владельцу бизнеса, вы же должны убедить, что это лучше, чем флешки. Здесь мы понимаем, что сравнивать это два разных момента, точнее решения, это вообще нельзя. Но как вы убеждаете владельца бизнеса, который зачастую бывает момент, когда там не совсем понимает в технологиях, да, еще за это надо платить, еще не один раз, а каждый месяц за флешку ты раз платишь. Как вы убеждаете, что...
Ну, мы объясняем про ценность, да? В чем ценность нашего продукта? Вот был такой кейс, я на примере, наверное, вам расскажу. Вот я сам продавал. То есть я когда сам продавал, такой кейс был. Ресторан, ну, фастфуд, получается, да, сеть, у них был 20 филиалов, не скажу, какая это компания. Вот, подошел, то есть им показал наше решение. Я разговаривал сначала с IT-департаментом, то есть с директором IT-департамента. Ему все понравилось. Потом все равно ЛПР, то есть был другой человек. Потом вот с ним, когда общался, говорю, вот у вас есть 20 филиалов. То есть сначала он не согласился, получается, да, и потом начал объяснять. Вот у вас 20 филиалов. В каждом филиале, получается, по 4 телевизора. Вы, наверное, каждый телевизор покупали примерно за 3 миллиона, да? Значит, 80 телевизоров по 3 миллиона – это 240 миллионов. И, получается, потратили столько… Для чего вы потратили? Вопрос возникает. Столько денег, да? Если вы не обновляете контент, получается, не делаете какие-то акции, не показываете свою продукцию, для чего вы сделали? Если вы просто для меню, которое не часто обновляется, вам лучше идти в типографию, распечатать его, да, и поставить. Зачем тратить 240 миллионов, чтобы показать просто менюшки? Тоже верно. Да, то есть цель это в чем? Цель это увеличивать средний чек. Да, понятное дело, что люди заходят в помещение, да, и обращают внимание на телевизор, то есть на ваши информационные дисплеи. То есть вы можете таким образом увеличить свою продажу. То есть вы, вот представьте, у меня был такой кейс. Заходите в кафешку, да, или там ресторан, жарко, да, и тут показывается такой реклама мороженого, да, то есть вы так хотите, то есть у вас аппетит разыгрывается, и вы, наверное, купите, да, это мороженое. Вы скажете, о, мороженое есть хорошая цена, доступна, давай купим мороженое. То есть это может вашу жену или ваших детей привлечь внимание, да? То есть это суть в чем? Это увеличит продажи. То есть, ну, бизнесмены должны понимать, что цель использования дисплеев это должно быть увеличение продажи. На сколько процентов примерно считали увеличивает продажу ваше решение? Ну, сами исследования не проводили, но у нас есть научно-исследовательская работа, которая это изучала. Это можно увеличить средний чек до 30%. До 30% можно увеличить. Например, сейчас возьмем, да, вот момент с тем, что ты заходишь на какой-то фастфуд или там, ну, в ресторанах таковых вряд ли ты увидишь меню, а именно зачастую в фастфудах, где рекламные баннеры, что-то, они постоянно есть. А, кстати, это через ваше приложение можно также LED-экранами управлять? LED-экранами можно. Вот у нас еще один из крупных клиентов – это Узум. У них есть LED-экраны. Получается, мы недавно у них тестировали и поставили на LED-экран наше решение. Да, можете управлять LED-экраном. Возвращаясь к вопросу MRR, на что вы зарабатываете эти 6 тысяч? Как вы зарабатываете? Какая модель заработка? У нас получается SaaS-решение, то есть вы покупаете подписку, то есть лицензию за каждое устройство. Ежемесячно платите деньги за лицензию на каждое устройство. Сколько стоит одно устройство? У нас бизнес-модель такая, что чем больше у вас мониторов, тем дешевле. На данный момент это, если у вас 20 экранов, получается, мониторов, это $10. $10 в месяц за 20 экранов? Нет, это за каждую. $10 за каждого. Получается $200 в месяц. 20, да. Какие на данный момент, я не знаю, вот как называется, рынок рекламы Узбекистана довольно-таки хорошо развивается, и рынок Узбекистана в целом, IT-рынок хорошо развивается. Какие дополнительные решения появляются на рынке, аналогичные вашими? С кем вы, помимо флешек, конкурируете? Но есть один конкурент появился у нас. Кстати, мы про них не знали, мы недавно с ними столкнулись. Один крупный клиент у них есть, как мы знаем. Ну, как его? Компания, наверное, назвать... Лучше называйте. Здесь, ребят, вы, если нас увидите, то вы услышите, и надо на отечественное производство переходить. Это поддержка отечественного производства. Почему бы и нет? Да, компания DSGO, получается. Вот они... Это российское решение, которое сейчас в Узбекистане продает эту услугу, то есть оказывает эту услугу.
И как вы с ними конкурировать планируете? Ну, как его, у нас есть, получается, преимущество, да, перед конкурентом. Мы клиентоориентированы, во-первых. Мы, получается, готовы услышать какое-нибудь предложение от наших клиентов, да. Если это мы считаем, что нужно для всех, мы можем его разработать. Потому что у нас есть команда разработки, мы готовы разрабатывать новые фичи по требованию наших клиентов. Это первое. Второе – это техническое обслуживание. У нас очень опытная, большая команда, которая очень оперативно реагирует на, получается, проблемы, да, клиентов. Мы быстро отвечаем 24/7. Вот. И у нас, помимо этого, клиентоориентированность, техническая поддержка и цена тоже у нас хорошая. Она дешевле, чем... Да. И мы более приспособлены на данный момент к Узбекистану, то есть рынку Узбекистана. Мы прям Четко понимаете. нужды бизнесменов Узбекистана полностью покрываем. Локальность, грубо говоря. Получается, что кого ваш русский конкурент у вас забрал? Ну, это хороший вопрос. Ну, это Эвос, да, один из самых больших. Вы Эвус предлагали ваше решение? Да, мы несколько раз предлагали, они говорили, что у них есть решение. Они до вас были? Получается так. Наверное, до нас были. То есть они успели быстрее, да, получается. А чем пользуется KFC? KFC я точно не знаю. Но они говорили, что у них есть решение. Свое. Наверное, у них есть какое-то дорогое решение, то есть уже вместе с оборудованием. Да, вот как компания дорогие Samsung, да, у них есть производственные мониторы, они очень дорогие, не все могут позволить это. Ну, наверное, что-то такое они используют. А также есть конкуренты другие, то есть те, которые разрабатывают сами. Были кейсы, когда мы подходили, они сказали, что они сами разработают. Я считаю, что это нецелесообразно, да, потому что, как я сам разработчик, знаю, сколько денег на это уходит. И на сегодняшний день аутсорсинг услуги очень сильно развивается, и лучше дать это дело своим профессионалам, да, то есть, потому что после того, даже как разработаете эту систему, его нужно поддерживать, то есть, постоянно сжигать деньги, получается, вам нужно, да, то есть, если, я считаю, что программный продукт – это как живой организм, да, если не будете кормить его, то есть, деньги вкладывать, то она просто умрет. И подумайте теперь, ради того, чтобы увеличить продажи, тратить столько много денег, то есть вы заработаете меньше, чем вы тратите на разработку, получается. Поэтому лучше покупать подписку и решать свои проблемы. Мне кажется, в таких компаниях зачастую бывает, когда там какой-то энтузиаст-сотрудник, который там плюс-минус шарит во всем этом, он такой: давайте свое напишем, зачем нам каждый месяц платить. И они такие начинают свою разработку, через неделю, через 2 месяца этот сотрудник ушел, и вся разработка так и осталась. Никто не поддерживает, никто не делает. Да, вы правы. Наверное, есть такой стереотип, да, вот, допустим, мы когда с IT-специалистами разговариваем, мы объясняем решение, они говорят: да, здорово, а потом им же нужно с ЛПРом это обсуждать. Иногда такое происходит, что типа: а ты чем занимаешься? Ну, сам не сможешь, что ли? Давай сделай сам. Зачастую, мне кажется, так бывает. Например, то же самое люди, когда не исполняют свои же обязанности, ну, как называется, люди-оркестры, которые там планируют все взять, да, и владельцы бизнеса, мне кажется, все же здесь же немного, вот сейчас, если онлайн-продажи хорошо пошли, то использовать чьи-то услуги у нас все еще, мне кажется, не прожито. Да, то есть, если что-то там мы можем дешевле, бесплатно делать, то лучше так делать, чем у кого-то взять. Хотя зачастую бывает то, что у кого-то, кто именно на этот вопрос специализируется, намного качественнее это делает. Что бы вы сказали владельцам этих ресторанов? Вот прям на камеру смотря, что бы вы им сказали? Да, но смотрите, если у вас есть бизнес, торговая точка, не только это ресторан, кафе, я как сказал, это может быть другой бизнес, да, у вас есть помещение, и там вам приходят посетители. Во-первых, если стены пустые, туда надо повесить телевизор, и можно монетизировать также.
То есть вы можете как рекламодатель, получается, получать от рекламодателя рекламу и показывать вашим пользователям, да, то есть можете зарабатывать деньги. А также, если вы также можете рекламировать свою продукцию, в этом поможет команда SmartCast. SmartCast. Быстрее обращайтесь, мы пока Мы готовы. Готовы, да, сотрудничать. Вот я как сказал, один из учредителей, это мой брат, вот его компания тоже, допустим, помогает, да, допустим, установкам телевизоров, да, тоже, потому что у них же IT, аутсорсинг компания, мы пользуемся их услугами, да, допустим. Также у меня есть еще другая компания, IT-аутсорсинг, да, Asgardia Team называется, да, мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Иногда мы подключаем своих ребят, допустим, да, на разработку. Ну, у нас есть большая поддержка с этой стороны, и это тоже на самом деле деньги, потому что мы занимаем время разработки и другого специалиста, это тоже деньги. Когда мы создавали этот продукт, получается, мы тогда тоже из своих денег тратили. Мы нанимали человека, платили деньги, веб-разработчика, там, Android-разработчика, допустим. Ну, и все это со своего кармана мы платили. То есть, получается, до момента получения инвестиций вы платили со своего кармана, а потом уже начали с привлеченных денег. И сейчас эти привлеченные деньги все еще остались или они уже закончились? Не, у нас есть деньги. То есть, получается, они еще остались, и вы планируете ли в ближайшее время привлекать каких-то инвесторов еще? Ну, привлекать мы по-любому будем, потому что не бизнес, а стартап, нам нужно расти очень быстро. Мы хотим выйти на другие рынки, на соседние страны, как Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, да, Туркменистан. То есть для того, чтобы быстро расширяться, нам нужны будут деньги. Но мы сейчас хотим сначала оценку поднять себе, да, то есть МРР поднять, и оценку поднять, и потом при хорошей оценке получить... Какую оценку вы хотите? От 2 миллионов до 3 миллионов мы в этом участке хотим привлечь сид. Сколько? Я точно не знаю, это мы еще будем с командой обсуждать. Ну, наверное, около 300 тысяч долларов. То есть, получается, с учетом 300 тысяч долларов вы сможете выйти на региональный уровень. В какие страны, в первую очередь? Ну, это мы уже в Казахстане есть. То есть, через, допустим, Белиссимо, получается, там установил, там, наверное, тоже люди интересуются. То есть, мы, наверное, в Казахстан сначала пойдем. Там реально, то есть, несколько раз ребята были, тоже мои знакомые, тоже интересовались. То есть, посмотрели, там до сих пор флешки используются. Там мы знаем, что есть другой российский тоже проект, который там дистрибьюция есть, и там тоже разведут. Но мы думаем, что мы лучше них, и, наверное, первый Казахстан это будет. Как я говорил, вот проблема с флешками, с которыми я столкнулся, где там нужно в экранах показывать рейсы, а там чувак флешкой меняет. Это было на самом деле в Казахстане, то есть в аэропорту Шымкента. Аэропорт Шымкента, SmartCast. Поэтому... Даже я в Москве был, допустим, в Москве даже. Вот я ездил по программе ШОС инкубатор, да, и мы остановились в одной гостинице, там больше 20 этажей было, там в каждом этаже по 3-4 телевизора было. Я же теперь везде смотрю, где телевизор и там как они работают. И там флешки были. То есть и в других местах тоже, куда мы ездили, там по городу Москве там тоже до сих пор флешки. Как вы выстраиваете коммуникацию с владельцами бизнеса, с ЛПРами, которые решают вам, то есть выбрать ваш продукт или нет? Как коммуникация у вас происходит, помимо, грубо говоря, там, Телеграма, Инстаграма, таргетинговой рекламы? Ну, у нас есть отдел продажи. Получается, после того, как лид поступает, или же сам находит менеджер по продажам, он выходит, то есть это стандартная воронка, по воронке идет продажа. Сначала идет встреча назначается, при встрече показывается демо, мы потом предоставляем тестовый период, и после этого заключаем договор, получаем оплату. И так уже дальше продолжаете по акту работы. Угу. А были ли какие-то, как это правильно сказать, проблемы именно во время установок? То есть какие-то технические проблемы не сталкивались? Да, постоянно сталкиваемся, если честно. Потому что, знаете, вот
на рынке есть такие телевизоры, вроде бы, вот, короче, смарт-телевизоры, да, то есть с китайской прошивкой, там нету и плей-маркета, да, то есть это вообще прям кривой. И нам приходится его забирать иногда оттуда с точки, приносить в офис, там отладку делать и под него там другое приложение делать. То есть, ну, исправлять и именно для этого телевизора, то есть этой модели сделать АПК-шку, да. Вот, и вот такие моменты происходят. И вот также, как с Узумом, мы LED-экран поставили, у нас решение, получается, не сработало там. Мы забрали этот большой LED-экран, принесли в офис, Это же отладку сделали, огромный. да. И Как? не, это не такой большой был. А. Это где-то, не знаю, метр на 2, что ли, типа. Ну, это все равно большой. Ну, большой, да. Вот мы приносим в офис, отладку делаем, решаем проблему, обратно устанавливаем. И, например, когда вы уже год работаете, у вас уже есть какие-то рекомендации, когда к вам, например, сейчас, грубо говоря, после этого к вам пришел, там, я не знаю, какой-то образовательный центр, например, или там хорик или что-то. И он говорит, у нас есть, например, там телевизоры, ну, точнее, нет телевизоров, мы сейчас там планируем это поставить. Что вы рекомендуете? Мы даем рекомендацию по устройству. Мы говорим, вот есть список устройств, с которым было бы хорошо. То есть без дополнительных устройств, приставки, если вот эту модель купить с телевизоров, у нас наше приложение будет беспроблемно работать. То есть без проблем будет работать. Вот. Но если у них уже есть какое-то устройство или старый телевизор, где не смарт, мы рекомендуем им покупать приставку, модели им кидаем, список моделей, которые бы... Или же сами предоставляем им. Через партнеров. Да. Касательно рынка рекламы, что можете сказать? Рынка именно баннерной рекламы. Точнее, вот наружная. Да, наружная реклама реклама. делится indoor и outdoor. Вы про outdoor, да, спрашиваете? Мы встречались, получается, с одним потенциальным партнером. Пока это дело немножко приостановили. Они сказали, можно ли управлять? Мы сказали, что можно, но мы не хотим лезть в outdoor, если честно, на данный момент. Мы сейчас фокусируемся на indoor только. Например, есть компании, которые, как называется, у них есть LED-экраны по всему городу, грубо говоря. Они к вам не обращаются? Мы не целимся на outdoor. Я же говорю, у нас сейчас фокус только на indoor. Ну вот я говорю, один раз обращались, вот человек, который всегда обновляет контент, вот человек обратился к нам. То есть он оказывает услугу такую, да, получается, нескольким компаниям. То есть они подходят, вот, ну не у всех, наверное, но у многих, то есть под этот баннер открывают ноутбук, подключается Wi-Fi общему и туда грузит контент. Кстати, был такой кейс с этим в Хорезме, помните, да, то есть хоум-видео залили в общественный транспорт. Кстати, у нас система очень безопасна. Вот, кстати, я не вспомнил один из наших преимуществ, то есть наша безопасность. Мы сделали как его модерацию, то есть некого рода модерацию. Когда контент загружается, сначала нужно будет подтвердить, да, этот контент, прежде чем... Администратору или вам? Мы разделили два роли. То есть есть модератор роль и есть кто управляет этими мониторами, да. Но все равно модератор это как, как руководитель, да, может быть. То есть прежде чем как показывать на экране, нужно будет сначала подтвердить. Для этого мы сделали Telegram-бот, и номер телефона этого руководителя прикрепляется, то есть и только у него будет доступ подтвердить. После этого контент будет выходить на телевизор. Это тоже одно из наших преимуществ. То есть мы безопасные. Нет, на самом деле довольно-таки интересно. Я на тот момент, когда мне кажется, это видео залили, меня не было в стране, то есть я не приезжал еще сюда. Но меня условно недавно, пару недель назад, когда там мы рассматривали изучение проекта, я пытался искать разные там, где можно это использовать, изучал проект, и что-то среди там друзей об этой рекламе говорили, что мне закинули такое видео. Блин, вот видишь, знаешь, с этой проблемой есть с этими всеми телеэкранами, вот такое может случиться. Такое это чисто получается. Поэтому модерацией должен заниматься сам руководитель. Если сотрудника обидит, кто управляет, это может случиться. Ну, как недавно пушка была же, пойми, кто ты воин.
Не, ну там, я не знаю, ребята из ПМИ играются просто, там уже несколько дней они кидают пуши, не знаю, что в них нашло, я не знаю, джин их там достал. Ну, кто-то обидел, наверное. Он, кстати, еще потом в комментариях писал: я здесь, меня еще не уволили. Поэтому сейчас, возвращаясь к теме инвестиций и к теме масштабирования проекта, как быстро ваш проект растет? То есть, например, год назад вы начали, сейчас Ну, мы 5 икса выросли. 5х выросли за год. В следующем году какие планы? Ну, еще быстрее будем расти. Есть потребность, да, но люди пока сами не понимают, да, что есть потребность в этом. То есть мы сейчас этот потребность из спящего режима вытаскиваем, получается. На это мы тратим сейчас деньги на маркетинг, получается, да, вот таргет включаем, постоянно даем информацию, что вы теряете деньги. То есть вам нужно быстрее управлять вашим контентом, делать контент и увеличить ваши продажи, а также монетизировать. То есть вы можете как рекламное агентство, да, то есть от рекламодателей получать рекламу и крутить рекламу. То есть мы сейчас делаем контент и готовим людей. То есть мы говорим, месседж отправляем. Давайте. То есть поэтому сейчас у нас медленно было в этом году. Думаю, на следующем году будет еще быстрее. Только рост начинается. Да, да. А вы не думали насчет, ну я не знаю, это как вариант, да, например, у вас есть какие-то, зачастую же меню показывают для хорика, например. Вам хорика приходит, говорит, нам нужно подключить, меню показать. У вас есть какие-то шаблонные темы, например, он там просто вводит меню, и вы показываете. Такого нет? Ну, вы про наши Планы. начали уже. Раскрыл все. Да. То есть у нас есть в планах это сделать. То есть, ну, спрос есть. Если раз уж спрос есть, надо делать. У нас в планах сделать шаблоны, даже, ну, подключать искусственный интеллект. Над этим мы сейчас работаем, чтобы они даже, это идея я сейчас подаю, кстати, конкурентам. Сгенерировать все. Да, то есть даже подтянуть можно, то есть из программы, да, где они кассовые аппараты же есть, там все информация о менюшке, о их цене тоже есть, да, информация. Если там, ну, у нас многие, наверное, одни и те же программные продукты используют, да? Да. Ну, то есть если мы интеграцию нескольких сделаем, то есть оттуда можно тянуть данные и сразу менюшки делать. Такой вопрос касательно персонализации. Ну, давайте это не назовем персонализацией, а именно сезонные, там, грубо говоря, предложения. Например, да, я слышал, что в Старбаксе, когда сезон дождей или сезон там снега и так далее, они не доливают горячий чай, например. И сейчас как у вас с решением? Например, он может быть умным решением, где посезонно, по погоде, ранжировать меню и предлагать те меню, которые больше подходят в это время? Ну, теоретически можно это сделать. Но этого пока нет. Нет, этого пока нет. То есть просто вы там, грубо говоря, у вас же есть там список этого меню, этого там заведения, фотографии и так далее. Вот когда там дождь, плюс-минус вы понимаете, что надо, или когда там... Ну, у нас есть расписание. То есть сейчас есть расписание. Допустим, можно, допустим, если у вас завтраки есть, да, до 10 часов, вы можете показывать меню с завтраками, а потом уже общие там другие менюшки показываете. Вот такое расписание у нас есть. То есть, получается, оно по расписанию идет... Также можете там, допустим, если идет, не знаю, Рамазан, да, вам ифтар-сет нужно показать, то есть вы по дням, если какие-то акции или там сеты, то есть тоже можете запланировать, после завершения этого периода сразу уже стандартная менюшка будет показывать. То есть это временные акции. Ну да, это расписание у нас есть. Угу. А сейчас, например, там стартапов тоже очень много появляется, и они могут, в принципе, появиться такого рода в Узбекистане. То есть, как вы планируете с конкурентами дальше бороться? Путем чего? Раскройте свои карты. У нас большие планы, если честно. Мы вырастим что-то большое, то есть будем не просто контент-менеджмент систем. У нас планы большие, получается, да? Кем хотите быть? Мы внедряем, то есть я могу так немножко открыть секрет. Так. Мы внедряем компьютер vision. Ну, компьютерное зрение. Будем внедрять SmartCast. Подробнее, компьютерное зрение, что это значит? Ну, например, мы можем
считать, сколько людей посмотрели на контент, например. А там камера должна быть. Как? Ну, вы теперь идете Я уже глубоко. Ну, то есть как? Вот получается камера, да. То есть лицо, если поворачиваю. Даже если голову не повернул, то есть если человек находится в помещении, это уже должен означать, что он по любому подсознательному уровню там посмотрит. Увидит, да. То есть это статистика. Это интересно. Есть у Алуки, Aluka Ventures, получается, в рамках портфеля есть такой проект, называется Cradle. Да, я знаю. Знаете, да? Мой друг там Сардар. Ну получается, вы это заинтегрируетесь. У меня же тоже примерно такое решение. Примерно такое решение, но мы в дальнейшем будем развиваться, поэтому мы с своей другой командой сейчас работаем. Это тоже очень крутые ребята. Они постдоки делали там в этой сфере Computer Vision. Мы с ними сейчас сотрудничаем. У нас уже готово, тестовый идет у нас сейчас. Какой процесс? Я, например, там увидел подкаст в прагматичном реалисте. Вот здесь там кнопка сейчас появится, подписался, оповещение включил, посмотрел подкаст и вдруг там понял, что мне это надо. Что мне для этого нужно делать? Так, обращаюсь к камере. Да. Заходите на сайт smartcast.uz и там проходит регистрация. После того, как проходит регистрация, получается логин и пароль. И дальше вы устанавливаете на свой монитор через Play Market наше решение, и вы получаете код, и этот код в личном кабинете добавляете в устройство и управляете контентом. Как я буду оплачивать? Получается, когда регистрируется, наш менеджер по продажам выйдет на связь, Сразу договор и сразу, да. У меня есть какой-то бесплатный период? Да, вы в течение 2 недель можете бесплатно пользоваться. Это, на самом деле, вот знаете, мы общались со многими стартапами из финтеха, из там ритейла и так далее, но EdTech продуктов мы еще не видели, честно. Есть один EdTech продукт, наверное, упустили. Тоже инвестиции получили. Smartcast. Нет, это мы. Smartcast. Да, Smartcast. Геомотив есть. Геомотив же, они же не в Узбекистане. Они тоже инвестиции получили. Да, они получили, но они не в Узбекистане. Они в Узбекистане тоже. У них есть офис, они продвигаются в Узбекистане. Но они outdoor. Вот мы indoor, они про outdoor. То есть они предлагают content management system для outdoor. Кстати, у нас идет интеграция сейчас с ними. С ними? Я думал, что там борьба началась, такой ринг. Не, мы с ними поговорили, то есть с руководителями поговорили и решили, то есть вместе развиваться, то есть. Да. Будет интеграция. Да, мы уже почти сделали интеграцию. Получается сейчас, чтобы, в частности, у нас в самом конце мы всегда, то есть наша задача наших подкастов – это научить молодых ребят чему-то новому. Через какую боль, например, там проходили, например, продажи. Да? Зачастую бывает, кстати, то, что программисты становятся основателями стартапа, и они зачастую со сложностью в продажах сталкиваются. Также делился Мухаммад Саид из Тахрирчи. Он тоже говорил, что когда они перешли, у них были какие-то определенные сложности с продажами. Например, что бы вы порекомендовали разработчику, который сейчас сидит, смотрит вас и хочет запилить свой стартап? Не надо бояться. Если веришь в идею, сначала я посоветовал протестить его. То есть гипотеза, это, каждая идея – это гипотеза. Нужно сначала протестить. Есть дешевые методы, как это протестить, допустим, да, не потратив много. Если гипотеза подтвердила, то вперед. Надо, решиться. Я посоветовал бы найти программиста, если он программист, человек, который хорошо умеет продавать, чтобы стал соучредителем. В тандеме. Вот в тандеме было бы здорово. Да, найти деньги, разработать MVP, искать венчурный фонд, получать инвестиции, дальше вперед. Не надо бояться. Самое главное, не надо бояться. Да, то есть, самое главное, чтобы эта идея решала проблемы многих людей. Вот самое главное. Если ваша идея решает проблемы многих людей, а все остальное уже дело техники. То есть найти правильных людей
появится правильное время, в правильном месте, и все получится. То есть получается то, что сейчас, завершая наш разговор, когда мы в следующий раз увидимся с X10 результатами? Оптимистический взгляд у меня, наверное, через полгода, наверное, реалистично? летом 2005 году, дай бог. Я в телеграм-канале зачастую пишу о стартапах, которые в Узбекистане и в Таджикистане, и сейчас начинаю там потихоньку про Казахстан писать. Нам очень интересно, на самом деле, тем ребятам, которые сейчас вас будут смотреть, и тем ребятам, которые вас знают уже, скорее всего, ваша команда тоже это посмотрит, интересно делиться тем, что у вас происходит. У вас в команде это знают, но другие, например, там могут не знать. Поэтому вы всегда можете нам высылать информацию. Мы не коммерческая структура. Мы, возможно, там, как называется, определенные методы тоже умеем, но в этом плане наша цель говорить о крутых стартапах, что вы являетесь одним из таких крутых проектов, которая подтвердила свою нужду. Я очень надеюсь, ребят, на самом деле для бизнеса, особенно хорики, особенно там учебных заведений и так далее, очень важно привлекать, как-никак визуал, креативы, они очень важны. Поэтому напишите, у нас ссылки все будут внизу, если вы смотрите это в Рилсе, у нас будут там коллаборации. Напишите смарткасту касательно данных вопросов. Как видите, они не только вам помогут установить программное обеспечение, они могут комплексно вам помочь со всеми этими вопросами. Соответственно, лучше дело дать профессионалам. Спасибо вам большое за участие. Спасибо, что позвали. У нас все.